Всем привет! Я надеюсь, что вы, как и я, сидите дома, что у вас хватает запасов всего необходимого, и вам не нужно лишний раз выходить на улицу, даже чтобы добраться на работу. Never backwards, never standing still. В Россию карантин пришел на пару недель позже, чем в другие страны. Но теперь мы тоже наблюдаем, как стремительно закрываются все учреждения и как компании переводят сотрудников на удаленку. Вы знаете, с 21 марта школы уходят на каникулы, университеты один за другим переходят на дистанционное обучение. Минкульт закрыл кино, театры, музеи. Компании отправляют сотрудников по домам и правильно делают. Параллельно есть еще один интересный тренд. Онлайн-ресурсы массово открывают свои архивы, дают пользователям бесплатно слушать лекции, читать книги, смотреть кино. А теперь просто представьте, что бы мы делали сейчас, если бы мы оказались в этой ситуации отрезаны от мирового интернета, как мечтают об этом в Кремле, как еще недавно планировал сделать Роскомнадзор. Вот сейчас мы остаемся работать дома. И у нас есть куча мессенджеров на любой вкус, чтобы поддерживать связь с коллегами. Мы можем созваниваться, создавать онлайн-конференции, назначать встречи, да даже в перерывах смотреть театральные постановки онлайн. Все это, извините меня, на зарубежных платформах, на серверах где-то там, за пределами суверенного интернета. Мы можем позвонить пожилым родителям и уговорить их тоже сидеть дома. Сделайте это обязательно. Потому что мы сами закажем еду онлайн, пришлем ссылки на все интересные ресурсы, чтобы они не скучали. В соцсетях психологи предлагают онлайн-консультации тем, кому тяжело переключиться на удаленку. Волонтеры и активисты уже начали координироваться, тоже онлайн, разумеется, чтобы помочь пожилым одиноким соседям приносить им продукты домой. Ходить в аптеку, на почту, делать все необходимое, чтобы помочь им с самоизоляцией. Карантин и связанный с ним кризис высветил, насколько на самом деле интернет стал жизненно важной вещью. Без свободного открытого интернета ничего этого не получалось бы. И, кстати, вы заметили, наверное, что власти моментально перестали обсуждать вот все эти репрессивные интернет-законы последнего времени. И внедрение суверенного Рунета куда-то приостановилось. Ну еще бы, даже людям в Кремле понятно, что лишить интернета страну, которая массово уходит на карантин и на удаленную работу, невозможно. Мы, конечно, ни в каких прогнозах не могли предположить, что такой кризис случится так скоро. Как быстро интернет на наших глазах превратится все-таки из какой-то новой медиасреды в абсолютно жизненно необходимую вещь, такую как вода и электричество. Смотрите сами, ситуация с вирусом становится критической. И вот документ. Что это у нас? Минздрав Челябинской области сам создает чаты в Телеграме и просит врачей вступать в них, чтобы они могли быстро обмениваться информацией и координировать все действия. Правильно все делает. Но где? В Телеграме. В заблокированном Роскомнадзором Телеграме, я напомню. Хорошо, что Роскомнадзор блокировал, да не заблокировал. В условиях тотальной изоляции, когда людям надо оставаться дома, интернет — это настоящее спасение. На международных конференциях эксперты часто говорят, что право на интернет должно быть приравнено к праву на свободу. И многие европейские страны так и сделали. Они прописали, что это одно из базовых жизненных прав человека. И вот сейчас мы получаем такую наглядную демонстрацию, как это воплощается в жизнь. А знаете, что еще изменилось за эти несколько последних недель? Наш любимый Роскомнадзор тихонечко, но большими пачками начал исключать из реестра заблокированные ранее IP-адреса. Это удивительное явление впервые заметили в конце февраля. Тогда Роскомнадзор разом разблокировал 65 тысяч адресов. Почему они были заблокированы 1,5 года назад, мы не знаем. Ну вот потому что можем, потому и заблокировали. В рамках борьбы с Телеграмом. В начале марта Роскомнадзор вообще разошелся и начал выкидывать из реестра по 30 тысяч IP-адресов в день. Снова без каких-либо объяснений, без решений суда. Незаконно блокировали, сейчас стали разблокировать. Ну, мы не против, мы за. Постараемся не спугнуть этот удивительный порыв. И заметьте, небо не упало на землю.
Россию не захватили рептилоиды. Вот казалось, эти все IP-адреса с сотнями тысяч Роскомнадзор блокировал для каких-то очень важных целей национальной безопасности. А нет, разблокировал, и хуже это не стало. Ну, то есть стало, но не с интернетом. Что будет дальше? Очевидно, что история с карантином — это не на 2 недели. Нам надо подготовиться, настроиться морально, скачать побольше сериалов и онлайн-курсов и верить, что сети выдержат нагрузку миллионов пользователей, которые теперь работают из дома. Алло. Профиль нагрузки очень серьезно изменится. Но мы надеемся, что это не значит, что сеть в какой-то момент упадет. В конце концов, меняется структура. Вместо вечернего пика нагрузка будет более равномерной в течение всего дня, как выходные. Компаниям, учебным заведениям, особенно тем, кто курсы онлайн транслирует, да, им придется расширять каналы. Но операторы связи готовы в этом помогать. Хотя им самим придется нелегко. Почему? Да потому что суверенный интернет никто не отменял. Представляете, даже в нынешних условиях Роскомнадзор все еще планирует устанавливать свои ТСПУ, технические средства противодействия угрозам. Это такие сервера, которые вот должны писать весь трафик и обеспечивать функционирование суверенного интернета. Они будут ставиться в сети операторов. И да, конечно, как мы раньше уже рассказывали, они ухудшат качество связи. То есть пока все платформы открывают все, что только возможно, в России, как водится, свой особый путь. По-прежнему Роскомнадзор продолжает портить интернет, когда он так жизненно важен. Сейчас хороший и правильный момент, чтобы сказать российским властям, что надо отдуматься и понять, насколько на самом деле важен интернет сейчас. Не для узкой прослойки активистов, политиков, журналистов, программистов, а просто для выживания, для десятков миллионов людей. Карантин показал, насколько современное общество без интернета жить не может, и насколько интернет помогает решать все возникающие проблемы. Поэтому сейчас самое время, чтобы заявить довольно четкие и ясные политические требования. Пакет Яровой должен быть отменен. Суверенный интернет должен быть отменен. А жуликов и бездельников из Роскомнадзора, как мы давно говорили, надо просто распустить. Это ведомство нам не нужно. Пусть идут, продукты старикам разносят и тем чистят свою карму, если это, конечно, еще возможно. Берегите себя и увидимся в онлайне.